Всем привет! Это канал Wild Guitar, и в своем очередном ролике я хочу рассказать вам о том, как можно записывать электрогитару в домашних условиях. Сразу оговорюсь, что я не являюсь гитарным экспертом или каким-то гитарным гуру, поэтому не стоит воспринимать меня истиной в первой инстанции, как я уже говорил. Я лишь хочу поделиться с вами своим субъективным опытом. Итак, что нам понадобится для записи электрогитары в домашних условиях? Ну, в первую очередь, естественно, электрогитара. Сразу скажу, что желательно подготовить электрогитару к записи, поменять на ней струны, желательно за недельку или за две, отстроить ее, то есть отстроить высоту струн, прогиб грифа, мензуру, чтобы гитара хорошо строила на записи. Кроме того, желательно подтянуть, смазать все вращающиеся механизмы. Если у вас на гитаре установлены активные звукосниматели, то я советую перед записью поменять батарейку. Следующим элементом цепи обработки гитарного сигнала в процессе записи, конечно же, является гитарный шнур. Обзаведитесь перед записью качественным шнуром, советую вам не экономить, потому что от этого будет зависеть качество звучания гитары на записи. На моем канале есть ролик, ссылку на который я оставлю в подсказках, в котором я наглядно демонстрирую то, как меняется качество звучания гитары на записи в зависимости от того, шнуры какого качества вы используете. Следующий элемент цепи обработки гитарного сигнала – это, конечно же, устройство звукозаписи. В современном мире существует довольно большое количество устройств звукозаписи. Это и портостудии, и цифровые пишущие пульты, и разного рода рекодеры. Но, наверное, самый популярный вариант устройств звукозаписи – это внешние аудиокарты. Вот как они выглядят. Это один из вариантов. Это моя внешняя звуковая карта Tascam US-144 Mark II. Это довольно дешевый вариант, можно сказать, бюджетный. И в принципе сейчас, наверное, за $200-300 можно купить вполне неплохой аналог подобной аудиокарты. Здесь есть все для качественной цифровой звукозаписи в домашних условиях. Здесь два входных канала, которые можно использовать параллельно. Вы можете записывать голос и какой-то инструмент, например. И, в принципе, оборудование, которое сейчас доступно на рынке, можно использовать для профессиональной звукозаписи. Оно позволяет довольно качественно записывать аудиосигнал с любых источников. Ну и последний элемент цепи обработки гитарного сигнала в процессе записи – это компьютер или ноутбук. Естественно, желательно, чтобы ваш компьютер или ноутбук были достаточно производительными, чтобы у вас не было задержки сигнала, не пропадал звук, не зависал секвенсор или аудиоредактор. И, соответственно, чтобы у вас, не дай бог, не пропал удачно записанный дубль. Ну а теперь давайте посмотрим на процесс подготовки к записи электрогитары. Вот моя аудиокарта, и мы видим, что гитарный шнур подключен к линейному входу. Это специальный вход, он предназначен непосредственно для записи электрогитары. И у меня здесь есть специальный переключатель, такой вот тумблер, и он переведен в положение Guitar. Это специальный режим для записи электрогитары, в котором этот вход имеет соответствующий импеданс или входное сопротивление. Естественно, что нам нужно подключить звуковую карту к компьютеру через USB-шнур. Она у нас тоже подключена. Мы видим, что у нас звуковая карта работает от USB-порта. Питание она получает, значит, все в порядке. Ну и что же еще нам нужно для записи электрогитары в домашних условиях, если мы используем компьютер или ноутбук? Естественно, программа для записи звука. Я пользуюсь секвенсором Reaper, он довольно прост и удобен в использовании, у него довольно-таки простой и понятный интерфейс. Кроме того, вам нужно будет проверить настройки аудиоустройства, который вы используете для записи электрогитары. В соответствующем разделе настроек того аудиоредактора или аудиосеквенсора, который вы используете, вам нужно будет найти настройки аудиоустройства или устройства звукозаписи, которое вы используете, выбрать соответствующий вход для записи аудиосигнала, соответствующий выход для того, чтобы мониторить себя в процессе записи, чтобы вы слышали то, что вы играете, и настроить уровень задержки.
или размер буфера. Чем больше размер буфера, установленный вами в настройках аудиосеквенсора или в настройках драйвера аудиокарты, которую вы используете, тем меньше уровень задержки звука и, соответственно, меньше вероятность того, что у вас будет пропадать звук или будет зависать аудиосеквенсор, который вы используете, или компьютер. Ну, давайте теперь перенесемся в Reaper и посмотрим, каким образом мы подготавливаем трек для записи электрогитары. Итак, я уже создал несколько треков для записи гитарных партий. Вот один из них. Ну, прежде всего, его нужно сделать активным для записи. Здесь есть вот такой вот красный кружочек. Мы нажимаем на него левой кнопкой мыши, и он становится активным. Следующее, что нам нужно сделать, следующий шаг, это проверить то, какой канал выбран на данном треке для записи. То есть, с какого входа на этот трек приходит запись. Здесь на треке есть вот такое окно с выпадающим списком. Вот, и мы в нем можем проверить, куда, точнее, с какого входа приходит сигнал. Вот здесь мы видим, что да, у нас выбран вот этот вход. Это правый вход моей аудиокарты. У нас здесь указана модель аудиокарты и есть буква R, английская. Затем нам нужно проверить уровень входного сигнала электрогитары. Желательно, чтобы уровень входного сигнала электрогитары не превышал значение минус 18 дБ и находился в этом районе. Но, естественно, что если вы играете тяжелую музыку и вы играете с жестким глушением, то в такие моменты, когда вы играете с глушением, уровень входного сигнала у вас может резко увеличиваться, ничего страшного. Желательно, чтобы он находился примерно в этом диапазоне. Ну, естественно, не стоит перегружать вход звуковой карты. Вот, нужно следить за тем, чтобы у вас был достаточный запас по уровню громкости сигнала, чтобы сигнал был не очень тихим, но при этом и не очень громким. Итак, я настроил оптимальный уровень входного сигнала электрогитары. Ну и теперь мы готовы приступить к записи, но естественно, что перед записью стоит проверить то, как настроена гитара. И кроме того, если вы используете компьютер для записи электрогитары, то я советую вам использовать плагины для обработки гитарного сигнала, которые эмулируют звучание усилителей, кабинетов и так далее. Вот сейчас я покажу ту цепь эффектов, которую я использую для записи электрогитары. Для того, чтобы открыть список эффектов, которые есть на треке, в Reaper нужно нажать на кнопку FX. Вот она. Вот, перед нами появилось окно, в котором мы можем видеть цепь обработки гитарного сигнала, то есть цепь эффектов, которые у нас есть на этом треке. Первым в цепи обработки у меня стоит тюнер. Желательно перед каждым дублем проверять то, насколько хорошо настроена гитара, и подстраивать ее при необходимости. Вот я пользуюсь бесплатной версией виртуального тюнера. Это плагин под названием G-Tune. Очень простой и удобный плагин. Вот, довольно-таки надежный. Следующий плагин в цепи обработки, или следующий эффект, это Gate. Вот это Noise Gate, тоже бесплатный плагин от того же производителя. Тоже очень хороший плагин, очень хорошо глушит сигнал между паузами, отсекает лишнее. Следующий эффект это эмуляция тюб-скримера, знаменитого тюб-скримера, то есть знаменитой педали Overdrive. Я использую его при игре на перегруженном звуке в качестве бустера, в качестве грелки. Вот таким образом я делаю звук более плотным, более собранным. Вот тоже очень хороший плагин. Это плагин от компании TSE Electronics, TSE 808. Вот вы можете видеть, какие настройки я использую. Я не добавляю перегруз на этом плагине. Вот, я использую его исключительно как бустер. Следующий эффект цепи обработки — это эмуляция
гитарного усилителя Ignite Emissary от компании STL Tones. Это новая версия плагина, вторая версия, очень качественная эмуляция. Также существует реальная модель этого усилителя. Это реальный ламповый гитарный усилитель, довольно мощный. Ну, я могу сказать, что в принципе, судя по обзорам, его виртуальная эмуляция ничуть не хуже по качеству, дает довольно-таки неплохой звук. Ну и, в принципе, все органы управления здесь такие же, как и на реальной версии усилителя, ну и как и на любом другом реальном гитарном усилителе. Здесь два канала, это секция чистого канала, настройки и органы управления достаточно стандартные для любого гитарного усилителя. И здесь представлены настройки перегруженного канала. Следующим эффектом в цепи обработки гитарного сигнала у меня стоит плагин Lepu Pauline. Это загрузчик гитарных импульсов. Что такое гитарные импульсы? Это запись звучания кабинета в цифровом виде. Для использования импульсов гитарных кабинетов используются специальные плагины, так называемые загрузчики импульсов гитарных кабинетов. Ну, это один из них. Это бесплатная версия. Вы можете ее найти в интернете и свободно пользоваться. Ну и последний эффект цепи обработки — это эквалайзер. Я использую его исключительно как фильтр низких и высоких частот. Вы можете видеть, что у меня в этой части спектра обрезан низ, и в этой части обрезан верх. Ну и кроме того, я использую ряд эффектов на треке посыла. Этот трек у меня направлен на трек посыла. Вот он этот трек. Давайте посмотрим, какие эффекты я использую на треке посыла. Первый эффект — это Exciter. Он разгоняет гитарный сигнал, делает звучание более плотным, более мощным. Здесь вы можете настроить уровень усиления низких частот и уровень усиления высоких частот. Следующим в цепи обработки на треке посыла у меня стоит ревер. Это плагин реверберации. Здесь довольно много пресетов. Здесь вы можете их выбрать. Я настроил его в качестве ревера комнаты для создания эффекта комнаты. В принципе, ревер для записи ритм-гитар использовать не обязательно, особенно в тяжелой музыке. Но можно его использовать для создания некоторого объема, для того, чтобы в звучании появилось ощущение пространственности, в звуке появилось ощущение пространственности и эффект помещения. И последний эффект в цепи обработки гитарного сигнала на треке посыла — это стереорасширитель. Он так же, как и ревер, добавляет объемы в звучании и расширяет стереобазу, расширяет панораму. Ну а теперь давайте попробуем что-нибудь записать. Для данного ролика я подготовил треки ударных бас-гитары и клик-трек для записи фрагмента своей инструментальной композиции. Надеюсь, что она вам понравится, ну и надеюсь, что я запишу гитарные партии достаточно быстро. Сейчас я покажу вам те треки, которые я создал для записи электрогитары. Итак, вот у меня 3 трека. Первый трек — это клик-трек, который по сути является метрономом, то есть он задает темп. Обычно я отдельно прописываю клик-трек, но также можно пользоваться и метрономом для записи. Но опять же, если в вашей композиции или в каком-то музыкальном фрагменте, который вы хотите записать, не меняется темп. Если же в фрагменте, который вы хотите записать, меняется темп, то, конечно, лучше прописывать клик-трек. Кроме того, у меня также прописаны партии ударных и бас-гитары. Обычно я делаю клик-трек чуть погромче, чтобы хорошо слышать сильную долю и не выпадать из темпа. А инструменты в миксе я делаю чуть потише, чтобы они мне не мешали и чтобы я хорошо слышал гитару. Давайте теперь попробуем записать первую партию.
я сначала запишу партию ритм-гитары. Если вы записываете композицию в стиле рок или металл, и у вас основным инструментом является гитара, то партии ритм-гитар желательно прописывать в виде дабл-трека, то есть прописывать 2 или даже 4 партии ритм-гитары. Это характерно для тяжелой музыки, обычно только в тяжелой музыке прописывается 4 трека ритм-гитары, 1 или 2 из которых идут в левый канал, другие 1 или 2 идут в правый канал, соответственно. Итак, сначала я запишу партию ритм-гитары для левого канала, а затем для правого. И после этого я запишу партию соло-гитары. Итак, электрогитара настроена, можно начинать запись. Первый трек ритм-гитары готов, записываем второй трек ритм-гитары. А теперь, после того, как оба ритм-гитарных трека записаны, настало время записать соло-гитару. Итак, все гитарные партии вступительного фрагмента моей инструментальной композиции записаны, и теперь давайте посмотрим, что получилось. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И до новых встреч. Всем пока!